Привет, на связи я Рома и мой школьный дневник. Решил рассказать вам, как все прошло, где посмеялись, где побегали, где покулинарили, где мне чуть мозги не вскипели. В общем, от английского до математики. Смотри до конца, потому что в середине будет один такой маленький момент, где у меня почти что вскипели мозги. Реально. И где я чуть не стал шеф-поваром. Поэтому в твоих же интересах это все досмотреть, посмотреть и так далее. Поэтому мы погнали. А неделя началась с очень хорошей новости. У нас в понедельник ввела наша старая учительница по английскому. Она недавно ушла на примерно месяца 4 из-за того, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем, но не суть. Самое главное, то, что она у нас провела вот эту вот неделю, там чуть больше будет. И то, что она у нас проведет чуть-чуть, примерно чуть больше недели уроки, и это реально будет, ребята, очень-очень интересно, потому что, да, эта неделя у нас уже прошла, она, просто, когда она пришла, да, получается, в понедельник, мы сели, там буквально минуты 2 мы ее подождали, потому что она там что-то, она не совсем еще тогда, с этого момента, когда она пришла в школу, она еще не совсем поприветствовалась, там, разговаривала чуть, чуть поразговаривала, и потом, когда она пришла, мы там с ней логично чуть, сначала немного там посмеялись, обсудили, что, кто, когда, зачем. Да там и другие темы, конечно же, бывают, но эти, как правило, чаще всего встречаются в нашем классе. Ну а потом, не знаю, к сожалению или к счастью, плавно перешли к занятиям. С ней работать, на самом деле, ребят, очень интересно, потому что она иногда бывает, рассказывает такие сложные темы, настолько понятно. Да, я в английском еще не так сильно шарю, и поэтому у меня есть как бы чат GPT, к которому могу, если что, обратиться, если кто-то вдруг еще не знает, что такое чат GPT. Это искусственный интеллект, который тебе очень сильно помогает во всем по факту. И, ребят, на самом деле она это все настолько профессионально, я даже так сказал, объясняет, то, что ты хочешь приходить к ней на уроки. Но сейчас у нас ведет совершенно другая учительница. Она у нас на замену пришла вот на эти полгода, когда ее не было, а сейчас, когда она вернулась, она ведет у других классов. К сожалению, директор еще не дала ей наш класс, но директор ей сказала то, что со следующего года мы 100% будем ее дети, а не в английском языке. После английского были труды. И, ребят, я уже не первый урок делаю подставку для телефона, и, боже, если бы вы знали, как с ней сложно. Вот на бумаге то, что я чертил это все, оно выглядело идеально, просто без каких-либо проблем это все должно было получиться. У меня за урока 2. Это я уже делал, 4 урока. Но в реальности, то шкурка куда-то не в то место, русло куда-то пойдет, то еще какие-то проблемы, и, ребят, просто... Но факт в том, то, что у нас есть очень хороший учитель по трудам, который тебе всегда, если что, поможет. И просто он мне столько раз помогал. И вот этот раз был тоже не исключением, потому что я когда ему показал то, что у меня лопнуло дерево, когда я там делал углубление, чтобы телефон можно было поставить, то у меня лопнуло дерево. И он мне сказал то, что, залепи, это, продолжишь через неделю, когда у нас будет еще один урок, еще 2, чтобы сейчас у тебя, чтобы это сейчас все прихватилось, и ты сейчас можешь сделать как раз таки какое-нибудь другое задание. Как я так и поступил логично. И в следующий раз я надеюсь, что я буду видеть прямо результат, и осталось мне прикинуть, по-моему, пару деталей там доделать, и я надеюсь, что это будет выглядеть примерно так, как языки. Это, конечно, все шутки. Почти как языки. А главное то, что это было сделано своими руками. Разве не так? Вторник. Готовились с самого утра к контрольной работе по человеку и миру. Сначала читаешь, все нормально. Вы же знаете, как это всегда работает. Сначала читаешь, как я сказал, уже все нормально. Когда закрываешь тетрадь, учебник или какое-то учебное пособие, пусто. Также у меня было это раза 3. И поэтому я это все читал. Короче, с урока я ничего не запомнил, но учительница мне благо хоть что-то дала запомнить. Спасибо ей большое. Она, кстати, она тоже очень-очень хорошо учит. Просто у нас реально большинство учителей очень хорошо знают учить. Умеют учить. И, ребят, на самом деле,
Когда я пришел домой, опять-таки чат GPT мне это все объяснил. Плюс ко всему спасибо большое этой учительнице, то, что она нам дала вот такие вот листики, на которых как бы написаны все темы, и я просто чату GPT это все сфоткал, попросил у него, чтобы он мне сказал, что да как, типа, чтобы объяснил нормально русским языком, грубо говоря, все эти темы, и я, ну, типа, те слова, которые я не понял, те, которые я не знал, как они на славянском языке, я их взял, перевел, и теперь мне просто все ясно. Ближе к обеду у нас был урок господинства, там, ну, трудов как бы для девочек, то, что подразумевается в Беларуси, но по факту так не сильно. То, что мы там готовим, короче. И мы там готовили 2 пиццы. 2 пиццы и желе с фруктами. Настоящая кухня. Тесто, соус, сыр, яйца, это к тесту. И ты, блин, себя чувствуешь как настоящая кухня. Ну, думаю, вот из этого вот видео вы уже поняли то, что я умею готовить. Кстати, мы с моим лучшим другом отвечали за как раз-таки за желе. И у нас получилось это реально очень вкусно его приготовить. Мы его молодцы, просто я хвалю себя, я хвалю своего друга. Там, правда, девочки нарезали овощи, и, признаться честно, у них не сильно хорошо получилось. Но наше желе это было что-то просто. Оно было настолько хорошее, боже, я не знаю. Я его, наверное, сейчас так нахваливаю, вы, наверное, не совсем верите. Ну, ребят, если вы хотите, чтобы я сделал такое видео, напишите в комментариях или зайдите в мой телеграм-канал, где-то с этих сторон будет QR-код, также в описании есть сайт на ссылке. Да, ребят, вот вы, получается, переходите ко мне на канал или на какое-то другое видео. И дальше вот нажимаете, вот тут вот есть кнопочка «Еще». И вот тут вот вы уже видите, вот тут вот есть такой пунктик «Сайт на ссылке». Вы сюда нажимаете, вас перекидывает, я выберу, вас перекидывает, собственно, на сайт. И тут вы, ребят, можете увидеть меня. И тут написано «Я и мои ссылки». Тут собраны все ссылки с моих соцсетей, ребят, это реально так. Собственно, Инстаграм, Телеграм-канал, Ютуб, Даниша Алёр, чтобы вы меня могли поддержать какой-нибудь копеечкой. Да, ТикТок. И вот тут вот снизу, ребят, если что, мое последнее видео на данный момент это. Ну, это мой месяц. А потом, когда выйдет это видео, то логично уже будет моя неделя 11. Вот, ребят, поэтому, да, вот вы, например, нажимаете на телеграм-канал, вас перекидывает, у вас это будет выглядеть чуть по-другому, у меня сейчас просто это из-за того, что я администратор, потому что я веду его, и вот, у меня тут просто очень много кружочков уходит, вот тут анонимное голосование или что-то типа этого, и вы тут голосовали, там, интересно ли вам будет выкладывать, типа, видео или что-то типа этого. И вот, например, тот же рецепт маффинов. Вы тут можете ставить огонёчки, там вот комментировать. И, ну, тут реально очень-очень много кружочков постоянно выходит. И, ребят, подписавшись на мой телеграм-канал, вы будете одни из первых узнавать, когда выйдет ролик, про что он будет и так далее. Поэтому, ребята, не забывайте про те самые ссылочки. Угу. А потом, когда мы это все приготовили, оно было настолько вкусное, да, как я сказал уже, блин, насчет своего... насчет своего желе, но пицца, это было что-то, там была маргарита, пепперони и классика. Там был такой тянущийся сыр, это, боже, это что-то. Ребят, как итог вторника и господинство получилось просто супер. Даже не верится то, что мы просто в школе, а не на каком-то там кулинарном шоу. Среда, день физкультуры. А если бы точнее, первые 2 урока у нас была просто физкультура. И, ребят, начало 60 метров. Я думал, я не пробегу быстрее, чем за 10,5 секунд. Чем за 10,5 секунд. Но вы будете, мне кажется, в шоке. Я пробежал за 9,4 секунды. К сожалению, снимать нельзя было, потому что как бы это школа, там все дела. И дальше у нас там было 600 метров.
Ну, как бы я тут понял то, что моя скорость, наверное, не такая уж и важна тут, как у меня дыхалка, грубо говоря. Поэтому я сильно не бежал. Я, наверное, мог бы быстрее, не знаю. Я так понял то, что вот последние полкруга я могу чуть ускориться как раз и пробежал вторым за 2 минуты 20 секунд. Первый человек пробежал за 2 минуты 16 секунд. А учитель сказал, результат неплохой. А я просто рад, то, что не упал, не поскользнулся, потому что тогда у нас, понимаете ли, была чуть-чуть такая мокренькая погодка была после этого. Но потом распокоилась, там потом было плюс 20, и у нас там быстро высохло все поле. Поэтому мы там просто играли в футбол, и все. Поэтому, да, дальше переходим, собственно, на четверг. Ребят, вот почему мне иногда не нравится записывать такие видео? Я не знаю, вот когда я говорю полностью так эмоционально, напрягаю свои связки и так далее, у меня вот тут просто все затекает, у меня очень начинает болеть горло. И вот мне тут осталось, минут 5 еще, наверное, 6 позаписывать. Ну, позаписывать чуть подольше, но это еще будет примерно столько видео, поэтому пороже. Я просто иду за водой. Ну, сейчас уже вроде получше. Ну, а мы продолжаем. Четверг. Контрольная по истории. И, ребят, готовился, конечно же, заранее. Даже что-то дома подготовил, прикиньте. Но когда сел, достал ручку, как будто все из головы, полетело. Ну, ребят, хорошо то, что я знаю одну технику, как моя мама называет эту технику. Стоп. Сел, глубоко выдохнул. И все вспомнил. Я знаю то, что я сейчас, может, говорю, что так как будто, кринжово, так чуть-чуть. Мне тоже такое, поверьте. Но она реально работает, ребят. Поэтому, если не верите, если вы все забыли, но вспомнили это, попробуйте это. Писал, боже, как вспомнил, я писал так быстро, как будто кто-то нажал на кнопку ускорения. Потому что это просто, я не знаю, кто на меня напал. Но это было достаточно прикольный экспириенс, скажем так. Некоторые вопросы даже дополнял своими словами, но вдруг это, как-то повлияет на оценку. После контрольной мы обсуждали это все с друзьями на большой перемене. У нас там есть перемена 30 минут. Мы обсуждали все эти ответы и так далее. Кто что понял. Каждый понял что-то свое, боже. Я помню, как мы там чуть ли не поссорились из-за того, что там у кого-то ответы не склеивались. Потом оказалось, что это были просто какие-то разные задания с примерно одинаковыми вопросами. И, короче, ждем результатов. Увидим их на следующей неделе. И вы это тоже увидите в следующем выпуске. Настоящая проверка на выносливость мозга. Но у меня мозг достаточно выносливый. Смог это выговорить. Вот, поэтому у меня все получилось. Даже осталось еще сколько-то энергии на первую запись этого видео, на монтаж этого видео. У меня даже до этого еще был контрабас и сольфеджио. Вот. Да, и первый урок математики был достаточно, нормальный. Все записывал, вроде понимал все темы. Короче, дальше куда-то что-то завис где-то, они там дальше это все решали, там всякие задания эти. У меня такой когда у меня уже все отвисло, да, система и так далее, мне там просто так стало интересно, а почему у меня ответ не сверился. Потом, препод подошел, все объяснил, и все готово. И, я все понял. На перемене, конечно, там чуть так-то подшучивали. Сейчас так скажу, может, что-то неправильно переведу, но что если бы на математике можно было использовать калькулятор мыслей, жизнь была бы проще. Короче, ребят, все. Простите, просто забыл еще кое-что. Мы по Словенскому сейчас готовим проект. Там есть некоторые темы. Нам надо было описать город, игру или какой-то праздник. Поэтому, мне достался город, и учительница предложила мне взять свой родной город, чтобы потом друзьям просто объяснить, друзьям, одноклассникам объяснить, как и где я жил.
Ребята, если честно, когда смотришь эти все старые фотки, ну, старые в плане для меня старого города, то как-то даже у меня один раз на слезу пустилась слеза. Ты же смотришь на все эти старые улицы, старые дома, я там даже где-то свой дом увидел, меня он настрадал. И просто это так приятно было на самом деле, как будто вот прям туда захотелось. Вот. Кстати, да, мы уже 2 урока были в кабинете информатики, чтобы сделать презентацию. Я ее сильно ее еще не доделал. Как бы я сделаю буквально минут 40 там, в следующих уроках. Вот, конечно, некоторые мои, почти все мои одноклассники делают это все в PowerPoint. Я один это делаю ко мне. И просто там реально сидела девочка, которая, если честно, почти ничего не знала. И если ты это смотришь, та девочка, которая сидит рядом со мной на информатике. Прости, пожалуйста, то, что я тебе сейчас говорю. Если что, в школе все объясню. PowerPoint, да, как вы знаете, такая программа, которая, как бы все становится все более продвинутой, там меньше лагов становится, но как бы все равно иногда встречаются. И как-то моя одноклассница это все встречалась, у нее один раз, вообще шрифт куда-то улетел, или там какой-то дом, не, извиняюсь, у нее не дом, короче, у нее какой-то рисунок, какая-то картинка, она мне просто, несколько раз, когда мы пытались удалить ее с одного слайда, то это, она удалялась с него, она перемещалась на другой слайд, я не знаю, как это происходило, реально, но в целом выходит здорово. Почти как у блогеров этих самых в Инстаграме, как там все эстетично, там и так далее, в принципе, что нормально все вроде выходит. После этого всего, если у меня получится хорошая оценка, надеюсь, что она у меня будет, якобы, если что, вам покажу презентацию. Я вам ее переведу, покажу, и надеюсь, что будет прикольно. Итог. Неделя была, ребята, очень насыщенной. Я понял, что даже самые нудные какие-то уроки, если ты включишь свои мозги, и, включишь свою соображалку, как бы они могут быть интересны, тебе могут понравиться реально какие-то темы, ты в них начнешь разбираться, и ты захочешь, это выучить. Как ты это захочешь. Потому что ты, включаешься в этот весь процесс и так далее, и тебе это просто так начинает нравиться. Мне нравилось, что учеба бывает разной. То, что где-то ты делаешь что-то своими руками, где-то ты напрягаешь свои, как-то так сказать, свои извилины, где-то ты готовишь пиццу, где-то ты бежишь, где-то как кросс какой-нибудь. Но больше всего, ребят, мне запомнилось логично момент с кулинарией, то, что они каждый день тебя научат сделать какое-нибудь блюдо, как какой-нибудь шеф, понимаете? И, боже, это настолько было прикольно, реально, потому что мы это все сделали в 2 часах, мы сделали 2 пиццы, как я сказал, это уже столько раз повторяю, боже. Просто это реально, это очень прикольно. Честно, мне очень нравится делать такие обзоры недель. Это ты как будто собираешь какие-то пазлы в своей жизни, потом ты это все выкладываешь на YouTube, и потом буквально через несколько лет ты можешь посмотреть на себя, как это все было до того момента, как ты стал или более популярный, или ты уже занимаешься чем-то другим, но все равно это будет приятно посмотреть на себя 2-3 назад. И пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы такие видео выходили чаще, может, их буду посередине недели выкладывать или еще что-то. Короче, делаю голосование в своем телеграм-канале, опять-таки, какое вам видео было самое-самое-самое интересное в плане из моих недель. Оно будет выглядеть вот. Если ты досмотрел до конца, спасибо тебе огромное. Потому что вот такие вот люди, как ты, мне реально очень сильно помогают. Спасибо, что провел эту неделю вместе со мной. Пиши в комментариях, как прошла твоя неделя. Я реально это читаю, мне это реально очень интересно посмотреть, что у других там и так далее. Ты понимаешь.
И пиши, какой день тебе запомнился больше всего, логично из твоей недели. Я прочитаю, поставлю там, может, сердечко, лайк. Если хочешь еще такие ролики, то поставь лайк, подпишись на канал, чтобы я видел тот самый актив. Да, они будут выходить еще, но они могут выходить чаще благодаря тебе, если ты это будешь делать. И все, ребят, получается, до следующей недели. Думаю, что эта неделя, думаю, что это видео получилось более насыщенным, чем прошлое. И все, ребят, я допиваю свой стакан воды. И, кстати, помните, это что самая скучная пятница может стать самой эпичной пятницей в вашей жизни. Главное, как ты на нее посмотришь, что ты будешь делать и так далее. Потому что даже если у тебя нет никаких сил, просто если ты после школы, после своей учебы или после всех своих дел просто завалишься на кровать, ты можешь поспать, но ты можешь там позвонить каким-то своим друзьям, там, может, не знаю, пообщаться с кем-нибудь, или спросить тоже чат GPT, как ты можешь провести свою пятницу, чтобы она была одна из самых лучших. Поэтому, ребят, спасибо большое. Я думаю, что вы слышите, потому что у меня там уже голос чуть подосип. Поэтому спасибо тебе большое. И всем пока-пока.